Так, всем привет! Сегодня у нас очередная Volvo FH с 13-м мотором с проблемами стука из-под клапанной крышки. Ну, как мы знаем, все там будет стандартно. Скорее всего, опять сожрала рокер и убила распредвал. Машина это 11-го года, по-моему. Сейчас снимем клапанную крышку и посмотрим, что у нас там творится и происходит. Так, мы видим второй цилиндр. И шестой цилиндр. Тут уже выработка конкретно. Туда ставили бэушный сами. Вот этот рокер уже был. А, то есть его уже меняли даже, да? Да, вот этот бэушный стоит. Ну он как бы Его до дома доехал. он как бы выжил, а вот распредвал-то вообще нет. А он тоже он зажатый сейчас. Ну да, сейчас. Он крутится, да так, тык-тык-тык. Ну да, подшипник пизда. Его поставили до дома доехал, туда было нажать. Доехал? На другую. У него маленькие вольвочки. Маленькие вольвочки. Ну хули ты смотришь-то, откручивай и все. Да как смотрю, этот ущерб смотрю. Там посмотри, ложбинка какая, Да блядь. я видел уже на хули. Пизда-то, да? Че, вот эту нам тоже снимать Не надо? придумаешь, Крышку да? 10, дай мне. Все, в общем. Че сейчас эти вот снимаем, это. Нахуй. То снимаем, это нахуй, заебись. Объяснил, все. Молодец. Что у нас тут по меткам? Ну, как обычно. Ничего нам. Надо будет крутить. Ой. Все, сейчас выставляем метки. Снимаем ось коромысел. Ну и будем доставать сам распредвал. Так, ну, меточка у нас выставлена. Вот она между двух рисок. Стоит все четенько. Открутили уже ось коромысел, все. Все, сейчас снимаем ось коромысел. Открутили уже бугеля. Открутили уже шестерни. Ослабили. Все, сейчас снимем ось коромысел. Снимем шестерни. Ну и соответственно вытащим распредвал. Ни хрена себе вынос, блядь. Да? Регулировать клапана не собрались. Ну. Не, ну возможно бы с помощью. Ну еще бы чуть-чуть, он хуйня осталась дойти до круга. Да, и просто был бы ровненький, да? А где второй? Второй. Вот он, блядь, красавчик. Ну, блядь, здесь не меньше. Одинаково, я говорю, равномерно. Одинаково? Они в один. Они в паре, видимо, работают. Они одинаково были отрегулированы, да? Регулировку сбилась. Нет. А Вольве. Ты на Volvo, да? Я так думал, у Гитлера 3 детей, сыновей, блядь, у него выработки еще нет. Реально нету, блядь, там пиздец какая выработка. И когда там выработка-то? Оно Ни что, цельное? хрена себе. Мужское. Сколько вот миллиметра
3, наверное, да. 3 точно, да, есть. Да, там 4. Хотят, чтобы машина работала. Ну, она еще ведь и это, расход нормальный везла. И, Что, и работала? и еще работала. Ну и сами, конечно, ракера. Да не, еще ракетатор, шлифануть он это. Шлифануть. Даже в жаке еще походит. Ракера, конечно, да. Че это? Пиздатая ракета. Им еще солнца нет. Походите еще будет. Ох. Ну чуть-чуть колола хуйня. Где-то кусочки в поддоне Геннадий должен идти. Пластиком пошарить. Да, при замене масла. Да, тут пол рокера нет. А ему масло недавно меняли. Так вот, поменяли, блядь. Клапана хотели еще отрегулировать. Крышку сняли и прихуели, блядь. А Макс уже приехал. Вот такие дела. Так, вкладыши у нас, как видим, в отличном состоянии. К ним вопросов нет. В этом плане все четенько. Вкладыши, как видим, стоят оригинальные Volvo. Родные. Напоминаю, пробег здесь 1,5 миллиона с хвостиком, с небольшим. Вот и случилась вот такая вот ерунда. Вкладыши мы будем оставлять по распредвалу, значит. Вот сейчас владелец автомобиля будет решать, покупать новый или восстанавливать шейки на старом. Вот новый стоит ОЕ Германии, по-моему, 72 тысячи рублей. По-моему, какой ценник называли, но точно не могу сказать. Вот, в общем, сейчас решается вопрос по распредвалу, что с ним делать, или вести восстанавливать, либо мы будем все это дело ставить новое. Так, по ракерам у нас тоже стоит еще вопрос. Тоже человек еще думает. По уму нужно менять все, так как вынос уже идет тут конкретно. Вот видим, проворачиваю. Вот появляется уже пятно, где цементация снята. Ну и так, в принципе, уже с каждым толкателем. Ну, то есть ролики тоже уже все уставшие. По сути, надо тоже все менять, но посмотрим, что нам ответит на это владелец. Наше дело забраковать. Вот, и уже пусть он принимает решение, что и куда мы будем ему ставить. Регулировочные болты также осматриваем, которыми регулируют форсунку. К этому пробегу 1,5 миллиона они уже тоже бывает, что много на каких машинах приезжают. Но здесь еще выноса критического нет. Можно оставить их, не менять. Вот все еще кругленькая. Обычно вот тут уж она аж заостренный такой шарик появляется. Но здесь еще все более-менее в порядке. Регулировочные болты, будем все это дело оставлять. Привезен вал с ремонта. Отремонтировали все наши две шейки. С 2 кулачка восстановили. За 2, Андрейка, 30-ку отдали, да? 45? Почему 45? За 2 вала. Нет, за 2 кулачка. То есть кулачок 15 тысяч.
Здесь-то у тебя ведь это 2 кулачка было. То бишь 30 тысяч нашелся. Вот этот восстановленный вал. Что там, покажи. Покажи. Где? Да пиздец. Ну, даже не видно, что он восстановленный. Не, это-то не это, а какой у него был-то? Это перед? Подожди, конечно, да, что мы смотрим-то? Жопу надо смотреть. У тебя ведь 6-й. Второй смотри. Мой-то 6-й, то. А у этого-то Сани такие были. Второй, по-моему, и 2-й и... 6-й. Блядь, вот когда до хрена, блядь, кучу раз делаешь, да, блядь, да, уже не запоминаешь даже, у кого какие кулачки, блядь, съедены. О, блядь, загазовал-то, сука. Вот этот, по-моему, блядь. На втором, да, по-моему, цилиндре-то. Да, вот он, видишь, напаянный обтачивание. У него-то вообще жесть была сожрана. У тебя-то еще так, У меня-то начинало, а тут уже заканчивала. тут у него просто круг крутился. Вот она, восстановленная шеечка. Я свое лицо знаю. Я же не спрашивал, какой мой был, какой не мой. И он тот, наверное, первый, 6-й и 2-й. В общем, закинули уже вал на место. Вкладыш я предварительно полил. Сейчас прикручиваем шестерню. Она сидит на шпонке, так что там никак не перепутаете, за это нечего переживать. Сейчас снова еще все пролью масличком. Все шеечки. Буду ставить крышки бугелей. Предварительно уже подвел меточку ТДС, чтобы потом не искаться, не крутить. Предварительно она уже у нас стоит здесь. Ну вот бугеля я уже накидал. Вот приблизительно вот так должно все это дело выглядеть. То есть меточка у нас вроде как попадает. Все. Теперь это все протягиваем. Ну и остается дело за осью коромысел. Так, значит, привезли нам коромысло Майден Шведен. Вот так сейчас выглядит. Выглядят оригинальные коробки. Вот. Якобы это у нас все идет в оригинале. Привезли только 2 штуки, будем менять только 2. Владелец сказал, меняйте 2. И все, и будет счастье. Мы его предупредили, конечно, что нужно менять все, но сказал, меняйте пока 2, дальше будем потом, если возникнут вопросы, будем решать. А пока меняйте 2. Так, ну, все поставили, осталось отрегулировать клапана. Ну и можно будет запускать эту пушку-гонку. Так, вроде бы все. В общем, будем пробовать. Давай, Александр. Почетное право предоставляется для запуска сего чудного автомобиля вам. Тык-тык-тык-тык делала.
до утра, мне кажется, да? Беру до конца улицы. Так, и все это случилось у нас при пробеге 1 457 000. Пошел качаться воздух. Давление имеется. Ошибка здесь горит по помпе. Помпа стоит старого образца, без электрического разъема, поэтому чек горит на нее. В общем, вот такой получился коротенький видосик. Всем спасибо за внимание. Всем пока. I'll be back. Я вернусь.